Привет! Ну что, тестируем новый геймерский телефон от компании Xiaomi Black Shark 3. 500 баксов за 865 снэп вроде как-то звучит даже и неплохо. Сегодня будет довольно горячо в прямом переносном смысле, протестируем его в нескольких играх, посмотрим, греется он или нет и все такое. В общем, погнали! Пару слов о комплектации. К сожалению, все аксессуары, которые были представлены на презентации, нужно докупать отдельно. Поэтому в комплекте только блок питания на 30 Вт, Type-C провод, вот такой чехольчик с отверстием для беспроводной зарядки, еще есть наклейки. Вот это прям зачет, очень прикольно выглядит. В целом по дизайну прослеживается один вектор по сравнению с прошлыми поколениями. Вот так выглядел первый Black Shark, это Black Shark 2, это Black Shark 2 Pro, а это Black Shark 3. Ну нахер. Выглядит так брутально и уж точно необычно. Как и во втором Black Shark, на задней крышке есть светящийся логотип, но вот светящиеся полоски по бокам убрали. Теперь два индикатора поместили сверху и снизу логотипа. И в настройках все это дело можно настроить под себя. Чего греха таить, третий Black Shark получился огромным и прям тяжеловесом. 224 грамма весит этот монстр, а с комплектным чехлом все 250. И забегая вперед, чехол хоть и портит внешний вид, но однозначно добавляет удобства. Без него как-то скользковато, к тому же под нагрузкой грани неплохо так нагреваются. Сразу обозначим основные моменты. Сзади на крышке симметрично расположен блок из камеры и специальный коннектор для беспроводной зарядки на 18 Вт, но ее нужно докупать отдельно. Кнопки громкости на левой грани, кнопка включения и переключатель режима Shark Space на правой грани. Разумеется, так как смартфон игровой, разъем на 3,5 мм для наушников тут тоже есть на верхней грани. Из неприятного не заявлена никакая влагозащита, значит нужно быть осторожным. Black Shark выпустил еще более навороченную модель с приставкой Pro, она еще больше, это прям уже лопата с диагональю экрана 7,1 дюйма, но ее фишка это механически выдвигаемые триггеры, для игрушек должно прям зайти. Я ее еще не заказывал, напишите в комментарии, делать на нее обзор или нет, но я думаю к концу сегодняшнего видео это все будет понятно. В обычном, можно сказать маленьком Black Shark размер экрана 6,67 дюйма, с разверткой 90 Гц и он реально хорош. Какое-то отклонение по цветам можно заметить только под совсем экстремальными углами, а так вполне неплохо. Максимальная яркость при авторегулировке поднимается до 1100 нит, примерно на уровне СМИ 10. И отдельно лично мое почтение за уже наклеенную пленку на экране. Можно, конечно, немного поругать смартфон за большие рамки по краям, но не в этот раз. Телефон в первую очередь игровой, чтобы руками полезную площадь экрана не перекрывать, так даже как-то практичнее получается. Кайф, что в отличие от Mi 10 динамики здесь расположили по уму сверху и снизу экрана, то есть руками их во время игры не перекрываешь. Но я что-то даже не понял, как это возможно, они как-то тиховаты. То есть не настолько тихо, что ты их прям не услышишь, они громкие, но примерно процентов на 30-40 тише, чем у Mi 10, да и звучат как-то немного менее объемно. Вообще все настройки перерыл по звуку, но как-то никаких секретных тумблеров там нет. И кстати, вибромоторчик поставили тоже не такой приятный, как в Mi 10. Сразу по камерам. Их тут как бы 3, но на самом деле 2, потому что одна это просто сенсор глубины для портретиков. Основная камера на 64 мегапикселя и ширик на 13. Камеры не сильная часть Black Shark'ов, в общем-то от них ничего особенного не ждали, поэтому взглянем на них лишь одним глазком. По качеству они явно уступают Mi 10, для галочки пойдет. Телефон работает на базе фирменной оболочки Jowie 11, которая вот именно по самому интерфейсу, понятно, что большинству потенциально планирующих его купить на это пофиг, главное, чтобы игрушки тащили на ультра, но интерфейс он такой немного тормозной. Причем настолько, что даже разница между 60 и 90 Гц прям на глаз вот как-то совсем минимальная. Ну а если не на глаз, то вот замедленная съемка 120 кадров в секунду, попробуйте угадать, где 60, а где 90 Гц. Разница между ними, не сказать, что большая. К тому же, к примеру, OnePlus 90 Гц как-то не мешает все плавно отображать. И просто для сравнения интерфейс Galaxy S20, у которого 120 Гц. Пульсация экрана без DC-диминга, конечно, большевато, но, к счастью, в настройках его можно включить. Не сказал бы, что кардинальным образом все преображается и тыква превращается в карету, просто тыква становится чуть менее заметная. Но, к примеру, на яркости 30% даже с включенным DC-димингом шим в районе 70%. В общем, если у вас чувствительные к пульсации глаза, то ночью будет сложновато. А если не чувствительные, то просто не парьтесь.
На презентации отдельно рассказывали про частоту обновления сенсорного слоя. Она у третьего Black Shark составляет 270 Гц, что для игр довольно актуально. Даже самый глаз алмаз без спецоборудования разницу не заметит, но все-таки интересно же, в чем отличие от того же Galaxy S20, у которого частота 240 Гц. Так что с помощью подручных средств, в простонародье называемой говно и палки, давайте эту разницу попробуем нащупать. Проводя с одинаковой скоростью по экрану, можно заметить, что сама линия немного раньше отображается на Samsung, это скорее всего из-за 120 Гц экрана, но здесь важнее кружочки. Отдельные кружочки видны на Samsung и намного меньше, почти незаметно на Black Shark. Это потому, что его сенсорный слой немного чаще запрашивает данные. Тут Xiaomi красавчики. Shark Space, который вызывается с помощью механического переключателя, представляет свою программку с быстрым доступом ко всем играм и возможностью назначить на разные игры разные конфиги. Можно выбрать между экономичным, оптимальным и максимальным режимом с мощным названием Ludicrous Mode. В нем можно включить совсем жесткий режим, когда сопротивление тротлингу минимально. В нем нас уже предупреждают, что возможен перегрев, и в этом режиме не будет работать вибрации, световое сопровождение сзади и прочие ништяки. Ну и полезная фишка Shark Space: в игре с вайпом из правого угла вызывается доп-менюшка с разными настройками, и там же можно активировать и всплывающее окно, показывающее FPS и температуру батареи, нам это пригодится. $500 просят за минимальную версию Black Shark 8 128 гигабайт, что за 865 Snap вообще хорошо, и $675 за минималку Black Shark 3 Pro. Вот это уже кажется до хрена. Но E-каталог нам говорит: братка, а ты посмотри на конкурентов от компании Asus с его ракфоном и поймешь, что все в общем-то нормально. 35 и 50 тысяч получается стоимость Black Shark в Китае, если переводить на рубли, и от 50 тысяч за ракфоны. Можно еще, конечно, посмотреть на Mi 10-ю версию от Xiaomi, она тоже на 865-м Snap и стоит тоже вменяемых денег, но есть пару моментов. Честно, в этой программе на тест тротлинга я ни разу еще не видел такого графика. На 8% только была просадка по производительности со средним результатом 231 гигафлопс. Я даже подумал, может какая-то ошибка, и повторил ее. Падение производительности было уже на 10%, но средняя производительность выше. Причем эту программу ни в какие там списки отдельные я не добавлял. Для сравнения, Mi 10 Pro показывал результат хуже. Хотя в Antutu, который пока удалили из Play Market, Black Shark набирает 570 тысяч баллов. Тогда как Mi 10 почти приблизился к отметке в 600. И кстати, Black Shark ставит разную оперативную память в свои смарты. У меня версия на 8 128 гигабайт, сюда они ставят LPDDR4X, а в версию на 12 гигабайт оперативки уже идет LPDDR5. Кстати, ребят, отдельное спасибо за активное участие на вкладке сообщества, я все ваши предложения по играм прочитал, все, конечно, нереально затестить, но несколько самых топовых сейчас будет. А теперь, пожалуй, поиграем, и начнем с бессмертной классики GTA San Andreas. Естественно, все настройки выкручены на максимум, и в ней Black Shark не спасает даже Ludicrous Mode с включенным сопротивлением тротлинга. Но косяк игрушки в том, что у нее в принципе идет ограничение в 30 кадров в секунду, и в моменты, когда на экране много текстур, встречаются просадки до 25. Это довольно заметно глазу и без специальных приблуд, фризит короче. Честно, пока я еще не встречал телефон, в котором она бы работала нормально. Думаю, это проблема оптимизации игры, потому что телефон на ней не сильно греется. Идем дальше. Танки. Также все настройки на максимум, и видим стабильно 60 FPS с редкими просадками до 50-55, но на глаз не видно. Для чистоты эксперимента даже запустил тест на тротлинг, нагрел телефон, снова запустил танки, результат не изменился. Следующий на очереди Bully, порт игры с PlayStation 2 от компании Rockstar. Думал, что будут такие же проблемы, как и с San Andreas, но нет, минимум было 43 FPS, а так цифры в основном держались на 50. Для того, чтобы не растягивать хронометраж видео, сейчас покажу еще пару игр, все они были на максимальных настройках со всеми опциями.
Почти все игры, не считая по классике San Andreas и Shadowgun Legends, идут вообще без тормозов, но вот что с нагревом? Вообще с охлаждением Black Shark поработали неплохо, даже Shadowgun Legends после 1,5 часов игры нагрел телефон до 42 градусов. А максимум удалось раскочегарить только в тесте на тротлинг, там уже было в районе 48 градусов, что конечно овер до хрена, но ни в одной игре таких цифр у меня не было. В младшей версии поставили аккумулятор на 4720 мАч, но тут важнее, сколько из него можно выжать. К примеру, 1 час Shadowgun Legends на ультра настройках и максимальной яркости разрядил телефон со 100 до 73%. При этом нагрев батареи до 47,8 градусов. А вот тестируя разные игры в течение дня и периодически нагревая телефон тестом на тротлинг, за день получилось выжать почти 5 часов на яркости 50-70%, что прям бодро. Понятно, что телефон не для всех, и рядовой пользователь выберет, к примеру, там себе какой-нибудь Mi 10. Но игроманы — это такое отдельное комьюнити, и что-то мне подсказывает, что в плане игр Black Shark 3 получился офигенным. Напишите в комментарии ваши мысли, заодно заказывать старшую версию Black Shark 3 Pro или нет. Конечно, мне интересно, какой экспириенс можно получить с вот этими курками. А на сегодня, пожалуй, все. Видео получилось горячим, пора и честь знать и отдохнуть, а заодно и поиграть. До встречи в следующих видео. Пока.